Дорогие друзья, я мама и официальный защитник Искандера Еримбетова. Я не буду обсуждать сегодня обвинения против Искандера. Я только хочу сказать, что дело против Искандера полностью сфабриковано, и весь процесс в отношении него, начиная с момента задержания и обыска до сегодняшнего дня, проходит с грубыми нарушениями закона. Теперь я начну. Искандер был задержан 13 ноября 2017 года. С момента задержания Искандера содержат в следственном изоляторе Си-1, начальником которого является Истлеов Азамат. Я расскажу, что происходило в СИЗО все это время. С 14 ноября по 29 ноября Искандера переводили из камеры в камеру 3-4 раза. В каждой камере подставные сокамерники говорили Искандеру, что надо добровольно признаться в преступлении и заключить процессуальное соглашение о содействии следствию, то есть оговорить себя. Это делалось в виде фальшивого дружеского совета. Время от времени он находился в камере с ранее осужденными лицами, которые запугивали его рассказами о нечеловеческих пытках и угрозах жизни на зоне. В камере 122 в течение примерно 4-5 дней Искандер был вынужден спать на холодном бетонном полу. В этот же период Искандера 2 раза вывозили на допрос в АГСК, где в присутствии адвоката Типсаевой он отвечал на вопросы следователей Дапсевой и Мужикова о происхождении своего бизнеса. Но, вероятно, ответы Искандера не удовлетворили следствие, поэтому в период с 14 ноября по 5 декабря Искандера 5 или 6 раз забирали на незаконные допросы 2 сотрудника КНБ. Эти сотрудники КНБ не называли свои имена, скрывали свою должность и звание. Все допросы они проводили в подвале Си-1, без адвоката Искандера. Каждый из допросов продолжался несколько часов и сопровождался непрерывным психологическим давлением и угрозами. Сотрудники КНБ требовали от Искандера признать сфабрикованные обвинения в легализации денежных средств для Аблязова и оговорить себя. Они постоянно угрожали. Например, что закроют Искандера в камеру с больными СПИДом и туберкулезом или с исламскими террористами. Угрозы отправить Искандера на 15-20 лет в тюрьму строгого режима звучали непрерывно. Оперы КНБ также требовали, чтобы Искандер уговорил свою сестру Боту Джардемали вернуться в Казахстан и дать показания против Мухтара Аблязова. Один из сотрудников КНБ сообщил Искандеру, что ему звонили из Астаны и сказали, что если сестра так сделает, то уголовное дело в отношении легализации средств закроют. КНБшники по очереди угрожали, что они также арестуют 69-летнего отца Искандера, моего мужа, и 20-летнего сына Искандера, нашего внука, и что потом сын будет проклинать Искандера. Они на повышенных тонах, угрожая, требовали признаться, что Искандер якобы брал деньги у Мухтара Аблязова. Искандер отказался оговаривать себя, и его закрыли на 7 суток в карцер за якобы нарушение режима тюрьмы. В карцере он просидел с 29 ноября по 5 декабря. Что такое карцер? Карцер в Си-1 – это холодная, очень грязная маленькая камера, без доступа естественного освещения. Карцер плохо отапливается, нет воды. Вместо туалета дырка в полу. Верхнюю одежду забирают, поэтому человек, находящийся в карцере, все время мерзнет. Матрас забирали в 6 утра и выдавали в 10 вечера. Пока Искандер находился в карцере, 1 декабря и 4 декабря те же сотрудники КНБ забирали Искандера в подвал, где они продолжали требовать от него оговорить себя, что он брал деньги от Аблязова.
Каждый из допросов продолжался несколько часов и сопровождался непрерывным, изматывающим психологическим давлением и страшными угрозами. 3 или 4 декабря Искандера опять привели в подвал. Там Искандеру предложили в обмен на признательные показания, то есть самооговор, отпустить его, чтобы он якобы встретил Новый год дома. Искандер отказался оговаривать себя. 5 декабря Искандера вывели на очередной незаконный допрос в подвал. Его заставили позвонить мне. От него требовали, чтобы он заставил меня отменить нашу первую пресс-конференцию и чтобы он сказал, что отказывается от адвоката, нанятого нами. Так как ему угрожали, Искандер был вынужден позвонить мне и сказать то, что от него требовали. Это был наш первый контакт с момента ареста Искандера 13 ноября. После карцера 5 декабря Искандера перевели в камеру 94, в самый глухой участок СИЗО. В камере 94 уже находились 6 ранее осужденных заключенных. Все они были осуждены за совершение тяжких преступлений против личности: грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, организованное преступное сообщество и тому подобное. Искандер, как вы знаете, никогда не привлекался к уголовной ответственности и не был судим. Помещение его в камеру с ранее осужденными категорически запрещено внутренними инструкциями КУИС МВД Казахстана. Искандера посадили в эту камеру намеренно. Основное давление, физическое и моральное, на Искандера было осуществлено этими заключенными в камере 94. Это давление организовано при участии администрации Си-1 и сотрудников КНБ. Такие камеры администрации СИЗО организовывают еще с советских времен. Они называются пресс-хаты. Пресс-хата – это камера с уголовниками, куда следователи отправляют подследственных для того, чтобы сломать их, выбить признания, заставить их оговорить себя и других. Эти уголовники действуют по указанию администрации СИЗО и следователей. Первый раз Искандера избили 6 или 7 декабря. Искандера били по легким, сердцу, почкам и по голове. В избиении участвовало 4 человека. Избиение и моральные пытки, засунуть в задницу веник, утопить головой в параше, продолжались 2-3 часа. Уголовники говорили, что менты посадят твоего сына. Говорили такими же словами, как много раз говорил сотрудник КНБ в подвале. Эти сокамерники сказали, что если останутся следы от побоев, то они скажут, что Искандер сам упал с нар. Между 7 и 12 декабря Искандера избили еще 2 раза. У Искандера вымогали $200 000. Они угрожали, что ему надо прописаться, иначе в лагере или на этапе его убьют. Я расскажу детали одного из избиений. Один из уголовников вытащил из нар металлическую палку, очень жесткую и тяжелую, чтобы бить Искандера, но она оказалась неудобной для него. Тогда он попросил охранника, сотрудника полиции, и тот бросил в камеру деревянную палку. Эту деревянную палку обмотали мокрым полотенцем, чтобы не оставлять следов. Искандера били этой палкой, обмотанной мокрым полотенцем, по голове и по телу. Они требовали, чтобы Искандер звонил кому-нибудь из родственников или друзей, чтобы те передали деньги за пределами СИЗО тому, кому они скажут. Интересно, что уголовники знали, какие машины и собственность есть у Искандера. Также они требовали, чтобы он отдал им дом в Кыргызстане. Искандер согласился дать деньги, потому что не знал, как остановить эти побои. Но на следующий день отказался и был снова избит. В период между избиениями сокамерники Искандера не давали ему еду,
не давали спать, отбирали передачи и постоянно угрожали разделаться с ним. Эти уголовники угрожали Искандеру заразить его СПИДом, говоря, что у них есть шприц и зараженная кровь. Один из сокамерников хотел засунуть иголку под ногти Искандеру. Уголовники запугивали, что посадят его в гарем, где он быстро признается в любых преступлениях. Гарем – это камера с людьми, которых изнасиловали другие заключенные. По заявлению сокамерников Искандера, такая камера есть на территории Си-1. Однажды во время избиения эти уголовники попытались подтащить Искандера к параше, чтобы утопить лицо, но он успел залезть под стол и обхватить ножку стола. Они не смогли его вытащить и в какой-то момент прекратили избивать его. Также сокамерники душили Искандера веревкой и руками. Один из них душил руками, самый сильный, обхватив голову Искандера сзади. Другой душил веревкой, намотав ее вокруг шеи Искандера. Эти уголовники издевательски говорили Искандеру, что он может кричать сколько угодно, никто не подойдет к нему на помощь, потому что у охранников есть команда не подходить и не останавливать пытки. Уголовники пытались заставить Искандера сотрудничать с органами КНБ. Это они подтверждали сами. Также они говорили, что все равно КНБ повесит на Искандера какое-нибудь дело. Как они говорили, делягу. Пришьют срок, а за этот срок выбьют из него все, что им нужно. Они угрожали, что его все равно сломают, потому что это система. 8 декабря из Астаны прилетели начальник межведомственной группы Перов Сергей и какой-то чин из КНБ. Они сказали Искандеру подписать соглашение о сотрудничестве. По заявлению сотрудника КНБ, главная цель для них – это не деньги и активы Искандера, а Аблязов. А Искандер, как они сказали, просто должен сказать, что получил эти деньги от Аблязова. Они обещали, что если Искандер даст информацию по своим активам и счетам за рубежом, то они их не тронут, потому что их главная цель – это Аблязов. Также они предложили организовать, чтобы сестра Искандера дала показания против Аблязова, можно даже в Европе. Искандер отказался оговаривать себя. 12 декабря Искандер смог рассказать адвокату о том, что на него давят в камере 94. Адвокат потребовал от начальника Си-1 Азамата Истлеова, чтобы Искандера немедленно перевели в другую безопасную камеру. Истлеов пообещал это сделать, но не сделал. 15 декабря его заместитель Мухтар Уразбаев сказал, что Истлеов ждет указания сверху, переводить Искандера в безопасную камеру или нет. 15 декабря 2017 адвокат встретилась с Искандером. Искандер был в большом стрессе. Он сказал, что с 5 декабря он получает серьезные угрозы от своих сокамерников, что они с ним разберутся, когда у его адвоката не будет доступа к нему из-за праздников. Искандер сказал, что его жизнь находится в опасности. Адвокат опять потребовала, чтобы Искандера перевели в безопасную камеру, но это не было сделано. 17 декабря группа участников национального превентивного механизма посетила Си-1 в целях мониторинга. После посещения правозащитники подготовили официальный отчет, но публикация отчета была заблокирована омбудсменом Казахстана Оскаром Шакировым. Один из участников группы, Татьяна Чернобил, опубликовала на своей странице в Фейсбуке описание визита. Она сообщила, что Искандера не оказалось в камере 94. Администрация Си-1 сказала правозащитникам, что незадолго до их приезда, утром в воскресенье 17 декабря, это был выходной праздничный день, Искандера вывезли на следственные действия. В
При этом адвокат Искандера не знала ни о каких следственных действиях, назначенных на воскресное утро. В личной беседе с правозащитниками лица, находящиеся в камере 94, утверждали, что все они к уголовной ответственности ранее не привлекались, с Искандером Еримбетовым не знакомы и имени его никогда раньше не слышали, но в своей фамилии назвать отказались. Вместе с тем администрация сообщила правозащитникам, что Искандер с 15 декабря был переведен в другую камеру. При посещении этой другой камеры правозащитники увидели там двоих. Они сообщили, что в камере есть третий, но сказать его имя не смогли. Они не смогли объяснить, почему в камере нет его личных вещей, нет постельного белья, кружки, ложки. Никто не знал, куда и кто увез Искандера из Си-1, и почему это было сделано в выходной день без информирования адвоката. Позднее мы узнали, что сотрудники СИЗО просто врали правозащитникам. Искандера специально спрятали от них, чтобы правозащитники не видели следов избиений и чтобы он не мог рассказать о том, что происходит в СИЗО. Позднее сокамерники сами сказали Искандеру, что приходили с проверкой, но они были заранее проинструктированы сотрудниками органов, которые приходили к ним в камеру и сказали, что говорить правозащитникам. После наших публичных заявлений Искандер был обследован судмедэкспертом. Это было примерно 20 декабря в присутствии двух неизвестных лиц, один из которых сказал, что он следователь КНБ. Это произошло без информирования адвоката Искандера. Неудивительно, в отчете не описаны никакие проблемы с состоянием Искандера. 21 декабря мы, родители Искандера, провели вторую пресс-конференцию, где рассказали, что Искандера держат в пресс-хате и у него вымогают $200 000. После этого сотрудники КНБ через полицейских приказали уголовникам опять избить Искандера. Они требовали, чтобы Искандер молчал и не рассказывал ни о чем адвокату. Я хочу обратить ваше внимание на то, что все действия людей, избивавших Искандера в камере 94, контролировались сотрудниками органов. У некоторых были сотовые телефоны, и они получали инструкции по WhatsApp и телефону. Искандер неоднократно слышал. Они получали инструкции и отвечали: «Хорошо, понятно, сделаем». С момента задержания Искандера 13 ноября мы, родители и супруга Искандера, пытались получить статус защитников. Однако мы, родители, смогли получить его только 21 декабря 2017 после нашей второй пресс-конференции. А 22 декабря на следующий день все 6 уголовников были переведены в другую камеру. Искандер так и остался сидеть в дальней камере 94, и к нему перевели новых людей. Нам, так же как Искандеру, были переданы угрозы, что будет арестован отец Искандера, которому 69 лет. Мы понимаем, что эти следователи могут пойти на любой беспредел, но мы будем бороться за нашего сына, несмотря ни на что. Вся информация о том, что случилось с Искандером в СИЗО, тщательно задокументирована и передана юристам нашей дочери. Наша дочь Бота Джардимали, американский юрист, живет в Бельгии, где она получила политическое убежище. 13 декабря евродепутаты Великобритании, Португалии, Чехии, Польши, Эстонии и Германии выразили свой протест и обеспокоенность властям Казахстана из-за преследования и пыток Искандера. Был также направлен запрос в Европейскую комиссию, чтобы навестить нашего сына в СИЗО. Наша дочь привлекла юристов в Европе по делу Искандера. Факты пыток уже зафиксированы и переданы в соответствующие органы ООН. 1 января 2018 года Казахстан впервые стал председателем Совета Безопасности ООН.
В это же самое время вопросы о пытках в казахстанском СИЗО заложника Искандера Еримбетова будут подниматься во всех соответствующих органах ООН. Также коллеги-боты, американские юристы будут обращаться в Госдепартамент и Конгресс США, чтобы расширить действие глобального закона Магнитского на казахстанских сотрудников правоохранительных органов, которые отвечают за преследование и пытки. Глобальный закон Магнитского – это закон, который позволяет заморозить активы, счета в банке, внести в черный список, лишить виз и наложить другие виды санкций на лиц, которые совершают политическое преследование и нарушают права человека. В список будут включены лица, осуществляющие незаконное уголовное преследование Искандера и его коллег Василины Соколенко, Дмитрия Пестова и Михаила Зорова. Американские юристы будут добиваться, чтобы в санкционный список были включены судья Байдаулетова, санкционировавшая арест Искандера 15 ноября 2017 года на основании абсолютно сфабрикованных обвинений, руководитель Следственного департамента антикоррупционного нацагента Перов, следователи Мужиков, Абдулаева, Валиев, начальник Следственного департамента КНБ Бекжанов, сотрудники КНБ, мучившие Искандера в подвале СИЗО, сотрудники Си-1, а именно начальник Си-1 Истлеов, его заместитель Оразбаев, а также другие вышестоящие лица. Я хочу добавить, что наша дочь по своим каналам уже установила личности этих двух сотрудников КНБ и их звания. Именно они будут первыми кандидатами в список Магнитского. Вся информация о лицах, незаконно преследующих Искандера, уже есть у юристов за рубежом. Коллеги нашей дочери будут добиваться персональных санкций не только в США, но в Канаде и во всех юрисдикциях Европейского Союза. Также на основании фактов, озвученных мной, мы сегодня подаем уголовные жалобы на действия сотрудников КНБ за их действия в подвале СИЗО. Мы будем требовать их немедленного отстранения, увольнения и ареста. Мы также будем подавать жалобы на действия сотрудников Си-1 и других лиц. С момента ареста нашего сына 13 ноября прошло 2 месяца. За это время его допросили в отношении сфабрикованного дела только 2 раза, но при этом его избивали, мучили и пытали на протяжении всех 2 месяцев. Так как нет никаких доказательств вины Искандера, следствие решило пытками и избиением заставить Искандера оговорить себя. Именно поэтому к Искандеру долго не допускали ни нас, ни адвоката, нанятого нами. Именно поэтому к Искандеру до сих пор не допускают его жену. Все эти 2 месяца Искандера незаконно ломали в СИЗО, требуя лжепризнания. Как мы уже четко понимаем, КНБ поставила целью также отобрать все активы Искандера. Его авиакомпанию Sky Service, ремонтную компанию SkyTech, фабрику конфеты Караганды и все остальное. Задача максимум для КНБ – это вернуть нашу дочь Боту в Казахстан и отобрать активы. Искандер Еримбетов никогда не работал с Мухтаром Аблязовым, никогда не делал с ним никаких сделок. Ни Искандер, ни его компании никогда не были клиентами БТА банка, никогда не получали никаких денег от БТА банка. Ни Искандер, ни его компании никогда не получали деньги от Мухтара Аблязова или лиц, связанных с ним. Искандер – успешный предприниматель. Все крупные бизнесмены Казахстана знают, как и когда Искандер построил свой бизнес. Все его крупные сделки были публичными и хорошо задокументированы и в Казахстане, и на Западе. Искандер никогда не участвовал ни в каких незаконных транзакциях. От судьбы Искандера зависит более 500 рабочих мест. Искандер – патриот своей страны, никогда не хотел покинуть Казахстан. Здесь живем мы, его большая семья, его друзья и коллеги.
Поэтому мы будем дальше требовать, чтобы группа Перова закрыла уголовное дело за отсутствием состава преступления, а суд отпустил Искандера, Василину, Дмитрия и Михаила. Спасибо за внимание.